Всем доброго времени суток. Это мой пробный обзор на видеоигру Redactum. Когда-то давно я пытался писать текстовые ревью на видеоигры, и вот уже какое-то время планирую вернуться к этому занятию. Но хочу попробовать сделать именно видеообзор. Поскольку сразу начинать с монтирования длинного ролика не хотелось, выбор пал на максимально простенькую и короткую игру. В будущем же я планирую делать обзоры на проекты другого плана. AAA игры, игры категории B разных лет выпуска, инди с упором на повествование и просто необычные проекты, о которых мало кто знает. В отдаленной перспективе я допускаю возможность делать обзоры на фильмы, сериалы, комиксы и прочие интересности, но пока не очень представляю, как о них рассказывать без серьезных спойлеров, а выпускать пересказы сюжетов не мое. Моя цель — обратить ваше внимание на что-то интересное, чтобы вы сами решили, стоит ли тратить свое ограниченное время на просмотр и чтение, или не стоит. Redactum — крайне бюджетный пазл-платформер с ценником 42 рубля или 99 центов в американском регионе. Как правило, игры данной ценовой категории в Steam представляют собой либо ленивые ассет-флипперы, либо же и вовсе нерабочие куски криво написанного кода. Но стоит отдать должное разработчику. Redactum — это полноценная функционирующая игра, хоть кривоватая и очень короткая, но обо всем по порядку. Геймплей в Redactum достаточно примитивен. Вас выбрасывают на небольшой уровень, из которого вам надо выбраться при помощи прыжков, переключения гравитации и своеобразной перемотки времени. На пути у вас встречаются пилы, лазеры, ямы, переключатели и расположенные в труднодоступных местах ключ-карты. Всего в игре 24 очень коротких уровня. Первые 8 уровней являются обучающими, они крайне примитивны и проходятся за считанные секунды. Следующие 8 тоже простенькие и служат для закрепления знаний. Но среди последней 8 встречается парочка совсем уж жопоразрывательных, в плохом смысле слова. И на этом все. Вопреки описанию в Steam, никаких новых уровней для игры выпущено не было и уже явно не будет. При этом, даже учитывая мои посредственные навыки и почти полное отсутствие опыта в жанре, первое прохождение игры с получением всех достижений заняло у меня менее 2 часов. На ютубе и вовсе можно найти прохождение за 6 или 7 минут. Разумеется, с первой попытки пройти игру за это время нереально, но примерное представление о количестве контента вы составить можете. Большинство уровней представляет собой простенькую головоломку, требующую определенного алгоритма для ее завершения. Простора для демонстрации своего высокого IQ вы тут не обнаружите, но все же изредка включать мозг придется, и это приятно. Отдельно стоит отметить тот факт, что некоторые из уровней можно пройти как при помощи банального платформинга, так и манипуляциями со временем и гравитацией. При этом ваш выбор может сделать прохождение уровня как проще, так и заметно сложнее. То есть игра поощряет внимательность и креативное мышление. Жаль, встречается подобное лишь пару раз за игру. Есть и уровни, где упор сделан на платформинг, и они бывают как удачные, так и дико раздражающие. К последним относятся уровни 3.4 и 3.8. И если в 3.8 хотя бы примерно понятно, что надо делать, там скорее раздражает необходимость перепроходить один и тот же пазл перед каждой новой попыткой, то как правильно проходить 3.4 для меня так и осталось загадкой. В итоге, после 10 минут безуспешного ковыряния этого уровня без каких бы то ни было подвижек, я открыл прохождение на YouTube и выяснил, что там надо спрыгнуть на невидимый пиксель прямо перед пилой, повиснув в воздухе, и уже оттуда перепрыгивать дальше, что тоже удалось далеко не сразу. И если при первом прохождении я каким-то чудом осилил этот уровень за 15 минут и несколько сотен попыток, то на втором, при записи футажей, я сдался и пропустил его. Как вы уже могли понять, сложность тут очень неровная. Она не всегда идет по нарастающей. После самого сложного уровня может идти один из самых легких. И достигается эта сложность не за счет требований к скиллам и интеллекту, а за счет недостаточно точного и отзывчивого управления в купе с порой откровенно кривым левел-дизайном. И да, местами игра требует чрезвычайной точности, но не дает ее достигнуть. Тут очень сложно рассчитывать длину и высоту прыжка. Не всегда понятны границы хитбоксов. Например, пилы убивают тебя на расстоянии еще до того, как ты их коснешься, превращая игровой процесс в рулетку. На сложных уровнях приходится умирать десятки раз, пока не сойдутся звезды на небе и тебе не повезет пропрыгать так, как надо. Раскладка что на клавиатуре, что на геймпаде ужасная, и сменить ее нельзя.
Стрелочки влево-вправо отвечают за передвижение, стрелки вверх-вниз за переключение гравитации, что приводит к постоянным случайным нажатиям не той кнопки и зачастую к смерти или потере ключ-карты уже после прохождения сложного участка, вынуждая вас перезагружать уровень. Перемотка в Redactem работает странно, отматывается только положение персонажа, при этом препятствия не учитываются и он спокойно проходит сквозь стены и лезвия, что поначалу ломает мозг. Ты машинально думаешь, что перемотка не сработает, и пытаешься пройти уровень без нее. После смерти включить перемотку нельзя, а потому все равно приходится начинать уровень сначала. Но оно и понятно, иначе игра проходилась бы в 2 раза быстрее. Перемотки вперед нет, что на одном из уровней сильно раздражает, так как там каждый раз приходится очень долго ждать движущуюся платформу. Визуал игры минималистичный и напоминает ранние платформеры для компьютеров. Саундтрек также отсылает к стародавним временам, но уже в хорошем смысле. Он не замысловатый, но достаточно приятный и въедливый. Звучит как классические аркады и компьютерные игры 80-х годов. Как итог, Redactem — это рабочая, в меру затягивающая, но местами очень кривенькая и крайне небольшая игра. Ее сложно рекомендовать кому-то к покупке просто потому, что на рынке существует уйма более интересных и вылизанных проектов. С другой стороны, если вам нужно чем-то себя занять на часок, из игровых платформ у вас под рукой только слабенький ПК, а финансы поджимают, пробежать игру можно. Тем более, что на распродажах ее продают примерно за ту же сумму, что стоят выпадающие из нее карточки. Моя оценка данному проекту 5 баллов из 10.